Я Марина Николаева, и мы более подробно рассмотрим тему, как противостоять манипулятору, эмоциональный шантаж или как не дать собой манипулировать. Давайте еще раз немножечко посмотрим, как люди позволяют собой манипулировать, кто попадает в лапы манипуляторам. Конечно, это эмоционально зависимые люди. И не просто так эмоциональную зависимость причисляют прям как к настоящим зависимостям, потому что ярко выраженная эмоциональная зависимость заставляет человека попадать в эти самые зависимые отношения, и без объекта зависимости у человека начинается как будто настоящая ломка. Ему плохо, он страдает, он не может отпустить свой объект зависимости. Эмоциональная зависимость возникает, конечно, только к тем людям, которые нам дороги, нам не безразличны. Кто это? Кто эти люди? Кто эти объекты зависимости? Это те люди, в которых мы вкладываем свои чувства, надежды, планы, ожидания, кому мы отдаем часть себя, а иногда буквально отдаем всего себя. И отсюда возникает ощущение, что если человека, этого объекта зависимости рядом не будет, то это конец света, конец жизни. Человек действительно как будто теряет всего себя, если этот объект зависимости исчезает. Но что теряется на самом деле? На самом деле, конечно, теряется не сам человек, а то, что мы от него ждали, надеялись и верили, что мы когда-нибудь получим. И, конечно, это тема про любовь, заботу, внимание и так далее. Когда эмоционально зависимые люди очень хотят все это получить от другого человека и очень привязываются к другому человеку, если хоть что-то из всего, что им нужно, этот человек может давать, а иногда даже есть привязка, когда человек это не может давать и не дает, но надежды и ожидания настолько велики, что человек продолжает надеяться и верить, что когда-нибудь это случится. И еще более сложная ситуация, когда действительно этот человек давал что-то, и мы перестали получать с уходом человека из нашей жизни, из нашего пространства, мы перестали получать вот это самое, что он давал, конечно, про любовь, мы это помним, это эмоциональный план, и возникает зависимость. Только этот человек может мне это давать, и больше никто другой и никогда. Чего же ждут эмоционально зависимые люди? Конечно же, все того же: любви, принятия, заботы, внимания, уважения, ощущения своей важности, нужности, ценности. И в чем же проблема? Они сами так о себе не думают, да? Они как раз не ощущают, что они достойны любви и уважения, и пытаются восполнить этот пробел за счет другого человека. Ну, кто еще будет меня так любить? Кто еще будет обо мне так заботиться? Спасибо, что он или она со мной, кому я еще нужен? И за это человек готов все терпеть и подстраиваться. Конечно же, это касается не только женско-мужских отношений, но и любых других, и детско-родительских, и дружеских, рабочих, всех отношений. Эмоциональная зависимость проявляется во всех сферах. И именно эмоционально зависимые люди попадают в манипуляции, они позволяют себя использовать, и мы уже теперь понимаем, почему. Потому что в ответ они хотят выглядеть хорошими, удобными. Конечно, несознательно это все, не в сознании, не в голове. Человек не говорит себе: буду удобным, тогда меня все будут любить. Нет, но действует механизм, какая программа, которая заложена с самого детства, что нужно быть хорошим, чтобы тебя любили. И, конечно же, манипуляторы этим пользуются. Давайте еще раз посмотрим на признаки, кто такие манипуляторы. Самое главное, что при манипуляции человек использует другого человека себе на пользу. И чтобы все-таки вычислить манипулятора, потому что они бывают чаще скрытые манипуляторы, чаще, чем открытые и агрессивные, которых увидеть достаточно легко. А вот скрытых манипуляторов иногда достаточно сложно различить, сложно понять, что это манипуляция, что тебя собираются использовать.
Основные особенности манипуляторов. Они всегда ставят свои потребности выше ваших. Они ставят свои чувства выше ваших. Они говорят, что вам нужно делать и что делать вам не нужно. Они хотят, чтобы вы чувствовали себя виноватыми, знают ваши слабые места и используют их против вас. И действительно, манипуляторы бывают хитрые, скрытые и выбирают очень много обходных путей, так что иногда можно даже не заметить, что тобой уже манипулируют и что тебя уже используют. И они используют разнообразные пути, но цель у них одна, чтобы убеждать вас или отказаться от чего-то, или сделать что-то, чтобы удовлетворить их собственные потребности, их собственные интересы, помочь им достичь их собственной цели. То есть манипулятор пытается заставить вас делать то, что нужно ему. Он может действовать открыто, как мы уже говорили, агрессивно, угрожать, применять силу, шантажировать. Но, естественно, такого манипулятора легко увидеть. Но чаще они стараются действовать скрытно, чтобы не выдавать своих намерений. Идеальный исход для манипулятора, когда вам кажется, что вы сами захотели сделать то, что нужно было манипулятору. И очень часто это близкие люди, которые хотят повлиять на вас. И, конечно, манипуляции близких людей – это наиболее сложный и трудный вопрос, как противостоять такому манипулятору и, в первую очередь, как его распознать. Потому что они вроде бы хотят, конечно же, все для вашего блага, как лучше вам, но это самая сильная и самая скрытая манипуляция чаще всего проявляется среди близких нам людей. Или, например, это может быть коллега, который хочет переложить на вас часть своей работы, или друг, который хочет, чтобы вы были там, где ему нужно, и тогда, когда ему нужно. Все-таки напоминаю, что чаще всего манипуляторы – это неосознанные манипуляторы. Они делают это неосознанно, как бы не специально. Они не разрабатывают хитрые планы своих манипуляций, они действуют импульсивно, но от этого манипуляция не становится лучше. Осознанные манипуляторы встречаются намного реже, и, в общем-то, это страшные люди, умные, хитрые, подлые, умеющие управлять другими людьми и ситуациями, конечно же, всегда в свою пользу. Поэтому осознанный манипулятор это сложная задача, да, потому что он умеет выстраивать схемы так, что, опять же, вы даже не заметите, как он уже использует вас. Манипулятор использует вас всегда в своих интересах. И здесь нужно сразу сказать, что сам манипулятор самостоятельно никогда не остановится. Он будет повторять свои действия, пока вы сами не положите этому конец. Только вы сами можете остановить это использование. И эмоциональная зависимость, действительно, это очень важное понятие в теме манипуляции, использования. И важно еще раз просмотреть, что такое эмоциональная зависимость, откуда она берется. И в первую очередь эмоциональная зависимость важна в базе. В целом это ожидание. Да? Например, мы понимаем, что все наши ожидания формируются в глубоком детстве. Я думаю, ни для кого это уже не большой секрет. Когда человек в детстве не ощущал заботу о себе со стороны близких, и у него возникает большая неудовлетворенная потребность, огромное желание получить эту заботу. И во взрослом состоянии, встретив человека, который будет заботиться, он скажет: «О, это любовь, он или она так заботится хорошо обо мне». Потеряв эти отношения, человек будет страдать, ведь он потерял заботу. Если человек остается в этих отношениях и получает заботу, он будет ради этого закрывать глаза на все остальное, что ему не нравится. Если человек не получает заботу в таких отношениях, как ему бы хотелось, какой бы ему хотелось, он будет обвинять себя. Это я что-то делаю неправильно, поэтому обо мне не заботятся так, как я хочу, как мне хочется, и будет изо всех сил стараться быть хорошим. Да? Хорошим мы, конечно, берем в кавычки, потому что у каждого есть свой списочек, что такое хорошо и кто такой хороший. Откуда берутся эти самообвинения? Почему человек в большинстве случаев берет вину на себя? Он обвиняет себя. Это я какой-то не такой, это я делаю что-то не так, поэтому мне не дают любви, заботы и внимания.
Конечно же, все оттуда же из детства. Ребенок никогда не будет обвинять родителей, ведь для ребенка родители – это некие божества. Они всегда на пьедестале, они всегда правы, и он всегда будет чувствовать себя виноватым. Это я был плохим, поэтому меня отвергли, не любили, не заботились. Это я недостаточно хорош, поэтому мне не дают желаемое. И все это присутствует, конечно, в отношениях, которые мы потеряли. И не только в таких отношениях, но и в отношениях, в которых мы находимся сейчас. К этому просто прибавляется еще большой страх потерять эти отношения. Но когда такое детское состояние ребенка перед родителями, божествами сохраняется во взрослом возрасте, отсюда идет такая детская реакция, чувствовать все время себя виноватым, себя плохим, когда в отношениях происходит что-то не так. И из-за вот этих ожиданий, таких детских ожиданий, да, откуда и вырастает эмоциональная зависимость, зависимость от желания получить такие, то любовь, заботу и внимание от другого человека, возникают эмоционально зависимые отношения. И именно из-за этих ожиданий человек старается изо всех сил подстраиваться, быть хорошим, бесконечно что-то показывать, доказывать, в надежде, что рано или поздно другой поймет и даст нам то, что нам нужно. Именно эта надежда и умирает последней. И на этом играют все манипуляторы. Основная кнопка манипуляторов – это чувство вины. Вас заставляют испытывать чувство вины любыми способами. Но один из любимых способов манипулятора быстро получить, что ему надо, это заставить человека чувствовать себя виноватым. И неважно, как вы себя ведете, что вы говорите, вы все равно будете виноватым, потому что вас все равно будут упрекать. И это действительно основная кнопка, потому что человек, который чувствует себя виноватым, он очень уязвим. Да. Это такое эмоциональное состояние человека, испытывающего чувство вины, заставляет его из этого чувства делать, в общем-то, все, что угодно, лишь бы погасить в себе это чувство. На это и рассчитывает манипулятор. И если вы чувствуете себя виноватым, значит, чувствуете себя плохим, и хочется сделать все, чтобы снова стать хорошим. Да, манипуляторы действуют по-разному. Это может быть просто прямая критика, а может быть похитрее, в виде шуточек, сарказма, с улыбкой на лице вас будут подкалывать, но цель все равно то, чтобы вы ощутили себя каким-то не таким, виноватым. Это подрывает вашу самооценку, и вы начинаете действительно чувствовать, что неудобно, наверное, я действительно нехороший человек. И на самом деле, если вы даже сможете указать манипулятору, что это шутки не смешные, и вас они болезненно задевают, манипулятор тут же скажет, что у вас, оказывается, еще и нет чувства юмора. То есть он все будет переворачивать в ту плоскость, которая ему нужна. И в любом случае вы будете виноваты, что бы вы ни сделали и что бы вы ни сказали. Такой разговор всегда лучше прервать и начать разбираться в себе. Каким образом вас заставили испытывать чувство вины? Конечно, работает шаблон. Я должен быть хорошим, чтобы меня любили и принимали. А если что-то другому человеку не нравится, значит, я не хорош, а значит, любить и принимать меня не будут. И наша основная тема – как противостоять манипулятору. Понятно, что нам нужно разбираться с этими кнопками, нам нужно разбираться с чувством вины, нам нужно разбираться со своей самооценкой, с уверенностью в себе. Но сейчас в первую очередь нам нужны простые правила, как противостоять манипулятору. Потому что здесь мы вернемся к теме уверенность в себе. Да, это ощущение просто так не появляется из ниоткуда, но, тем не менее, можно его вырабатывать. Конечно, это работа с самооценкой, но у нас главное оружие против манипулятора – это уверенность в себе, поэтому всегда нужно работать в этом направлении. И если у вас заниженная самооценка, а значит, есть неуверенность в себе, потому что эти два понятия идут рядом, то вы легко становитесь ведомым человеком. Нужно разбираться в себе.
Конечно, в первую очередь нужно учиться ценить, уважать и любить самого себя. Такие наши сложные темы. Без адекватной самооценки невозможно двигаться в ту сторону. Конечно, нужно принимать себя, принимать свою индивидуальность, не сравнивать себя с другими, да, быть целостной личностью и так далее. И знать свои собственные ценности, базовые ценности, свои правила, свое мнение, не наступать себе на горло, чтобы принимать мнение другого, лишь бы ему это понравилось. Когда вы верите в себя, доверяете себе, вас не собьет с толку ни один манипулятор. Когда вы слепо доверяете чужому мнению, зависимы от чужого мнения, то, конечно, здесь вы на прямом пути к манипулятору. Ориентируемся на свои собственные ощущения, на свою интуицию, на свое мнение, вырабатываем свое мнение, вырабатываем свои личные границы. Тогда в этом плане никто никогда не заставит вас делать то, что вы не хотите, и не сможет повлиять на ваши решения. Я думаю, что вы понимаете, что это целый отдельный блок работы над собой, и, естественно, сложно противостоять манипулятору, если вы зависите от чужого мнения, от оценки окружающих и так далее. Если вам необходима похвала других, одобрение ваших действий, и чужое мнение для вас всегда будет более правильное, более авторитетное, чем ваше собственное. И если есть большой страх, что кому-то ваш образ жизни, внешний вид, слова, поступки или убеждения могут не понравиться, то, конечно, здесь мы говорим, что вы объект для использования. Понятно, что это работа над самооценкой, эта работа не такая простая, как кажется, но это стоит того, потому что это база. И у меня есть тренинг «5 шагов здоровой самооценки», который позволяет сформировать свое собственное представление о себе, повысить уверенность в себе, стрессоустойчивость, умение понимать себя и других людей, что существенно поднимает качество жизни. Ну а пока что мы разберем простые правила противодействия манипулятору. Как вести себя с манипулятором? Учитесь говорить «нет». Нет – это, конечно, мощнейшее слово, но только если вы не используете дальше еще кучу других слов. Проблема в том, что когда человек говорит «нет», а потом начинает дальше объяснять, почему нет, оправдываться, извиняться, приводить свои аргументы, почему он не может это сделать, почему он поступает так или иначе, то это смазывает все воздействие слова «нет» на «нет». Да. И некоторые люди, то есть манипуляторы, действительно ведут себя так, как будто имеют право что-то у нас просить, требовать, навязывать. И особенно если они привыкли, что с ними соглашаются. Не будьте тем человеком, который соглашается, который не умеет сказать «нет». И он соглашается просто потому, что он не умеет сказать «нет». Помните о том, что вам совсем не обязательно делать все, о чем вас просят, и вам не нужно оправдываться за свой отказ. Любые ваши объяснения, любые попытки объяснить свою позицию, привести аргументы будут выглядеть всегда как оправдание. И манипулятор, чувствуя вашу слабость, не остановится. Оправдания всегда выглядят как слабость, всегда ощущаются как слабость. Что здесь можно сделать? Пока еще нет внутри такой твердой уверенности в себе, просто тренируйте тон голоса, мимику, жесты. Если ваше «нет» будет сказано извиняющимся тоном, тихонечко так, манипулятор только усилит свое давление. Поэтому учитесь говорить, и для начала это внешние признаки. Твердый взгляд в глаза, это без всяких улыбочек, то есть серьезное выражение лица, без суетливых движений тела, с тоном голоса достаточно громким и достаточно твердым. И учитесь говорить о своих потребностях. Там, мне нужно, чтобы ты перестал меня оскорблять, или там, мне нужно, чтобы ты говорил со мной уважительно или спокойно. Я хочу, чтобы ты сделал это сам. Для меня будет лучше, если я останусь дома. То есть это такие фразы, где вы говорите только про себя. Да? Что нужно вам о своих потребностях и о своих желаниях. И здесь нет
вопроса к другому человеку, нет давления, вы просто рассказываете о том, что с вами происходит. И когда вы имеете дело с такого рода людьми, лучше всего сосредоточиться на собственных потребностях. Что с вами происходит, что на самом деле вам хочется сказать, но, конечно же, во фразах «я» сообщений. «Я хочу», «меня беспокоит», «мне было бы лучше». Переводите разговор на то, что нужно вам, а не манипулятору. Это собьет манипулятора с его пути, выбранного пути. Отойди. Физическая и эмоциональная дистанция. Не бойтесь говорить слово «отойди». Так как манипуляторы часто используют эмоциональное и физическое устрашение, чтобы получить то, что им нужно, то они могут приближаться к вам слишком близко, они могут повышать тон голоса, начинать говорить приказами, командами, выражать свою агрессию. То есть они здесь играют на чувстве страха. И, конечно же, мы не забываем, что если человек проявляет открытую физическую агрессию, лучше сразу прервать отношения, прервать эту ситуацию и, в общем-то, при открытых угрозах не стесняйтесь обращаться в полицию. Все-таки ситуация может стать достаточно опасной. Но это скорее исключение. Мы говорим о правилах таких обычных, достаточно обычных манипуляций, но достаточно агрессивных, когда человек приближается к вам, повышает тон голоса, может быть, начинает кричать, топать ногами и всячески угрожать словами. Да. И если манипулятор начинает к вам приближаться, слишком много громко требовать, попросите его отойти в буквальном смысле, чтобы установить свои границы. Отойди от меня. Скажите, мы поговорим, когда ты успокоишься. Эта фраза работает, если манипулятор начинает создавать слишком много напряжения, эмоциональный накал возрастает, это мешает вам думать рационально. Когда у нас шкалят эмоции, то голова выключается, мы погружаемся в эмоциональное состояние, в наши чувства и, соответственно, не можем трезво оценивать ситуацию и даже не можем четко слышать, что именно говорит манипулятор. Постарайтесь не попадаться в эмоциональную ловушку. Мы поговорим об этом позже, когда ты успокоишься. Обязательно дайте себе паузу. И эта пауза нужна в первую очередь вам. Вам нужно время для того, чтобы остыли ваши эмоции, и вы сможете трезво оценить происходящее. Что, собственно, происходит? Манипуляторы чаще всего ждут немедленного ответа, чтобы усилить давление, управлять ситуацией, не выпустить контроль, не дать вам задуматься о том, что происходит. И поэтому манипулятору паузы не нужны. Сделайте эту паузу для себя. Не бойтесь сказать «уйди». Да, оставьте эту фразу на случай, когда уже ничего не работает. И это относится к людям, которые уже, в первую очередь, к людям, с которыми вы уже сталкивались в своей жизни, которые уже сделали вам некоторое количество подлянок, скажем так, да, а затем, как ни в чем не бывало, появляются через какое-то иногда длительное время и опять что-то от вас просят. Например, когда вы не видите человека годами, а потом он звонит и просит денег в долг, например, какого-то помощи, вашего времени или чего-то еще. Да, некоторым, подумайте о том, что некоторым людям нет места в вашей жизни, и не бойтесь прервать такие отношения. Если человек неоднократно вас обманывал, подводил, манипулировал, просто прекратите отношения и не оглядывайтесь назад. Не думайте о том, что это неудобно или что он подумает. Такие отношения, такой человек в вашей жизни вам не нужны. Конечно, если этот человек близкий родственник, то вы не можете сказать просто ему «уйди». Да? Это уже целая отдельная история, да? И это самая сложная история. Но зато вы можете выйти из ситуации сами. Например, если вы находитесь в конкретной ситуации с близким родственником, который оказывает на вас разнообразное давление, прерывайте общение и выходите из комнаты. Если вы на улице, пойдите в другом направлении, уходите, реально физически уходите из конкретной ситуации. Можно напоследок сказать какую-то из фраз. Например, мы поговорим об этом, когда ты успокоишься, или мы поговорим об этом в более спокойной обстановке, или мне надо подумать, и самое главное, создать физическую дистанцию.
И постарайтесь, конечно, успокоиться и расслабиться. Это основное правило противостояния манипуляторам. Никогда не отвечайте сразу, не ввязывайтесь в дискуссии, не объясняйте свое поведение, ничего не говорите. Манипуляторы играют на эмоциях. Если они могут спровоцировать вас на негативные эмоции, на выплески эмоций, на гнев, злость, страх, тревогу, вина, стыд, все идет в ход, то они берут над вами верх. В момент выплеска эмоций вы погружены в эмоции, вы делаете множество ошибок, потому что не можете оценить ситуацию из реальности. Но главное, что вы сделаете, это то, что нужно манипуляторам. И есть такое упражнение, это все упражнения на расслабление. Чтобы успокоиться, нужно расслабиться, нужно расслабить тело. Негативные эмоции держат тело в напряжении. Сохраняйте спокойствие, регулируйте дыхание. Естественно, это очень сложно. Например, вы можете сделать сейчас маленькое упражнение. Просто закройте глаза и представьте, что напротив вас стоит человек, который вами манипулирует. Ситуация сама придет к вам, вы сами вспомните, она может всплыть, любая ситуация из вашей жизни. Заодно посмотрите, кто этот человек, который давит от вас, что-то хочет, что-то требует, предъявляет какие-то претензии. И глядя на этого человека, и он, может быть, что-то говорит вам в этот момент, как обычно. Сосредоточьтесь на себе. Вы видите этого человека, вы, в принципе, слышите то, что он говорит, но переключите свое внимание на себя, на свое тело. Почувствуйте, как вы напряжены, как у вас есть напряжение, скорее всего, во всем теле. И плечи, руки, ноги, в животе, в груди. И глядя на этого человека, внутренне начинайте расслабляться. Просто мысленно расслабляйте свои мышцы, отпускайте напряжение, старайтесь смотреть в глаза манипулятору. Если трудно смотреть в глаза, смотрите на точку между бровями. В любом случае смотрим прямо в лицо манипулятору. Налаживайте дыхание. Да, он продолжает что-то говорить, и вы даже чувствуете эмоции, которые у вас поднимаются, но ваше внимание направлено на то, чтобы расслабить тело. Сделайте несколько глубоких вдохов, выдохов. Старайтесь, чтобы ваше дыхание было ровное, глубокое, максимально спокойное. Это очень сложное упражнение, это правда, и тренировать его желательно начинать не в ситуациях с реальным манипулятором перед вами, а вот так, в образах. Но, конечно же, тренировать нам нужно эту практику и в реальных ситуациях. Это сложное упражнение, но очень полезное, потому что оно позволяет расслабиться, а это значит успокоить свои чувства. И вы сможете более реально смотреть на человека, на ситуацию, слышать то, что он реально говорит, услышать и увидеть, и почувствовать, а что на самом деле он хочет от вас. И ваше спокойствие, ваша спокойная реакция, конечно, еще больше раззадорит манипулятора, и он может перейти к более агрессивным методам, то есть усилить давление. Это почти всегда так происходит, но не стоит этого бояться, потому что манипулятору важно вызвать вас на эмоции. И если вы спокойны, если вы что-то спокойно, коротко отвечаете на его слова, например, давай поговорим об этом в другое время, то сначала манипулятор, конечно, разозлится и будет засуетиться, это вызовет у него его эмоции, он будет стараться усилить давление. Но если вы сможете пройти этот этап, вы увидите, как манипулятор от вас отстанет, потому что спокойствие – это демонстрация уверенности в себе, без выплеска всяких чувств и эмоций, и манипулятору здесь нечего делать. А в это время, во время этого упражнения на расслабление, глядя на манипулятора, слушая его слова, задайте себе вопрос, что он или она на самом деле от меня хочет. И подумайте еще, а что он или она реально может не сделать? Чего я боюсь? Почему я боюсь сказать нет? Да, нет, я не буду это делать. То есть, конечно, здесь работает страх. И вы задайте себе вопрос, а чего я на самом деле боюсь? Что может сделать мне этот человек? Какие чувства у меня вызывает этот человек и его просьбы?
И с этого момента вы начнете разбираться в себе и будете уже менее интересной мишенью для разного рода манипуляторов. Конечно, можно манипулятору сказать напрямую: тебе, наверное, плохо, я вижу, что ты злишься или обижаешься, или раз ты нападаешь на меня, ты требуешь что-то от меня. Хочешь, мы об этом поговорим? Но, конечно, это еще более сложное упражнение, и вот здесь уже нужно иметь достаточно крепкую самооценку, чтобы вот так откровенно разговаривать с манипулятором. Низкая самооценка, о чем мы говорили, является одной из главных причин, почему манипулятор пытается управлять вашими эмоциями. Но здесь нужно понимать, что это и ваша низкая самооценка, вам страшно обидеть человека, а может, я действительно какой-то не такой. Но и у самого манипулятора, конечно же, тоже низкая самооценка. Именно поэтому человек и пытается манипулировать. Он таким образом самоутверждается за счет вас, за счет принижения других поднимает свою самооценку. И когда манипулятор управляет ситуацией, он чувствует, что он главный, он повышает таким образом свою собственную низкую самооценку. И тоже нужно про это помнить. Манипулятор имеет низкую самооценку. Именно поэтому отсюда его агрессия, его желание настоять на своем, его давление, его навязывание своего мнения как самого правильного. И просто задавая ему вопросы про его чувства: что тебе сейчас обидно, ты злишься, что ты хочешь, что с тобой происходит, возможно, вы даже поможете человеку-манипулятору начать разбираться в себе. Но для этого, конечно, нужно иметь свою собственную, хоть какую-то базу уверенности и отсутствие страхов. Наблюдайте, как этот человек ведет себя с другими в разных ситуациях. Если вы видите, что он со всеми так себя ведет, то не питайте иллюзий, что с вами он будет вести себя по-другому. Это классический манипулятор, он ведет себя во всех сферах одинаково. А если вы видите, что он ведет себя так только с вами, задумайтесь, как вы позволяете себя использовать, почему именно вы позволяете это делать с собой, каким образом вы поддаетесь манипуляциям, и вы стали этой жертвой, как вы сюда попали. Следующее правило: не принимайте все на свой счет. Старайтесь воздерживаться от самобичеваний, самообвинений, самокритики. Не принимайте сразу все на свой счет. Любой манипулятор пытается играть на ваших слабостях и, как мы уже понимаем, в первую очередь на чувстве вины. И он может и старается вызвать у вас вот это ощущение своей какой-то неполноценности, ущербности. И вы можете начать винить себя за то, что вы не можете сделать то, что он хочет. Это же вы какой-то не такой. Помним, что это детская реакция. Напоминайте себе о том, что не вы являетесь проблемой, что проблема не вас, что вами управляют, вас используют и делают все, чтобы вы себя обесценили. И таким образом вы отдаете ему власть над собой, эту власть в руки другого человека. И здесь, конечно, мы опять вернемся к вопросу самооценки, почему вы так реагируете, почему сразу стараетесь обвинять себя, почему вы критикуете себя, почему вы не видите, как ведет себя другой человек. И мы возвращаемся опять же к вопросу самооценки и уверенности в себе. Но сейчас вы можете подумать хотя бы о том, какие у вас отношения с этим человеком, манипулятором. Задавайте себе вопросы. Чувствую ли я, что ко мне относятся с должным уважением, прислушиваются к моему мнению, учитывают мои желания, мои планы? Адекватны ли ожидания и требования этого человека ко мне? Да, что он хочет от меня, что он ждет от меня, на каком основании он все это требует. И в этих отношениях только вы прилагаете усилия, или все-таки вы оба? И задайте себе вопрос: чувствую ли я себя комфортно в этих отношениях, свободно ли я могу высказывать все, что я думаю, чувствую, и как часто в этих отношениях у вас возникает целый клубок негативных эмоций. И для чего нам нужны эти вопросы? Если вам трудно опознать скрытого манипулятора, если вы продолжаете думать, что, наверное, он умнее, наверное, он авторитетнее, наверное, он лучше знает, это я какой-то не такой,
порой, то задайте себе все эти вопросы, чтобы проанализировать отношения и увидеть эту скрытую манипуляцию. Конечно, такие вопросы задавайте и себе. Да. А что я сам или сама ожидаю от этого человека? Соответствуют ли мои ожидания реальному человеку? Что вы-то от него хотите? Да? И вы увидите скрытые манипуляции. Следующее правило противостояния манипулятору – задавайте встречные вопросы. Переключайте внимание манипулятора. Это собьет его с выбранной программы. Любой манипулятор обращается к вам с какой-то просьбой, да? С просьбой, с требованием, с претензией. Да? И мы помним, что его цель – сделать что-то, то, что ему нужно. То, что нужно ему, уточняем, да, эту фразу. И если такие просьбы, да, заставляют вас суетиться, стараться изо всех сил, чтобы сделать так, чтобы было хорошо человеку, чтобы удовлетворить эти пожелания и требования, то ловим себя на вопросе самооценки. Да? Почему это происходит? Где я попала или попала в ситуацию эмоциональной зависимости? И переключаем. Да, как мы противостоим в данном случае, пока вы там еще разбираетесь с такими глубинными темами в себе, вы просто используете некоторые правила противостояния. Когда вы слышите какие-то требования, претензии, а может быть даже такие типа мягкие просьбы, да, а вот было бы хорошо, но вы всегда почувствуете внутри неприятное ощущение какого-то давления, и вы будете уже знать, что это скрытая манипуляция. Очень полезно переключить внимание на самого манипулятора. Задавайте ему встречные вопросы. Ну, всякие разные в соответствии с ситуацией. Например, ты думаешь, это разумно так делать? Ты думаешь, что твои требования справедливы? Что ты хочешь от меня в конце концов? Ты мне приказываешь или просишь? Давай обсудим ситуацию. Когда вы задаете свои вопросы встречные, предлагаете поговорить, обсудить ситуацию. Другой человек, может быть, мы все-таки не исключаем возможность, что другой человек, возможно, задумается о том, что происходит, остынет и тоже начнет что-то анализировать. И вы сможете поговорить на самом деле и принять какое-то компромиссное решение. Но если мы говорим о манипуляторе, конечно же, ни о чем задумываться о себе он не будет. Манипулятор не останавливается. Хронические манипуляторы будут игнорировать все ваши вопросы, будут предъявлять вам еще больше претензий, цепляться за каждое ваше слово, переворачивать его так, как им нужно, проявлять еще большую настойчивость. И тогда вы уже четко видите, что это манипуляция, и применяйте все техники, которые вы здесь найдете. В первую очередь возьмите паузу. Такие моменты, когда вы увидели, что не работает дискуссия, не работает диалог, он не отвечает на ваши вопросы, а наоборот, давление усиливается, не отвечайте на его просьбы, на его какие-то прямые требования, ничего не нужно объяснять, ничего не нужно доказывать, оправдываться. Возьмите паузу и отдалитесь. Выйдите из ситуации, чтобы уйти из-под этого влияния. Вы можете просто сказать: мне надо об этом подумать, и обязательно физически уйти из ситуации. Это время вам нужно, эта пауза нужна вам для того, чтобы остыть, разобраться в своих чувствах, оценить, в чем, собственно, саму ситуацию, и вообще стоит ли вам договариваться о чем-то, о каких-то условиях, или просто сказать человеку «нет». То есть такие паузы и физический выход из ситуации нужны именно вам, чтобы не дать возможности вам сделать ошибку и поддаться на эмоциях на манипуляцию. Родственники-манипуляторы. Самое сложное, естественно, положение – это отношения с родственниками-манипуляторами. Это потому что посторонний человек, даже если это лучшая подруга или друг, или коллега на работе, с которым вы вынуждены общаться каждый день, здесь вы все равно можете создать внешнюю дистанцию, то есть разорвать отношения, или хотя бы внутреннюю дистанцию, как с коллегой на работе, и это будет сделать гораздо проще. С родственными манипуляциями все не так. Очень часто сложно
сложно или вообще невозможно физически дистанцироваться. Но в любом случае, даже если вы физически на расстоянии, то все равно человек так или иначе присутствует в вашей жизни, и он может воздействовать напрямую, как открытый агрессивный манипулятор, а может действовать скрыто, давить на жалость, чувство вины, чувство долга, играть из себя жертву. И выстраивать границы в близких родственных отношениях всегда очень сложно. Особенно, если речь идет о каком-то старшем поколении, о родителях. Что же здесь делать? В первую очередь задайте себе вопрос, почему эти родственники позволяют себе мной манипулировать? То есть каким образом я позволяю собой манипулировать и меня использовать? И это очень вопрос важный, особенно в отношениях с родственниками, и особенно если у вас есть другие, например, братья и сестры, которых никто не использует. Почему все внимание направлено именно к вам? Почему именно к вам предъявляются какие-то требования, от вас что-то хотят, а у других нет? И это очень часто бывает в семьях, где несколько детей, естественно, взрослых детей. Вы можете увидеть это на примере своей семьи или в других семьях, как на одного валится все, а другие почему-то могут жить спокойно, и никто от них ничего не требует. Поэтому это большой вопрос к себе. И в первую очередь вопрос к себе. Каким образом я позволяю себя использовать? Почему именно я? И чаще всего это позиция жертвы. Вот это большое желание быть хорошим и большие ожидания, что именно это поведение, когда я хороший, принесет мне любовь и принятие родственников. Отсюда страхи, что они обидятся, чувство вины при любой попытке что-то не сделать или оказать хоть какое-то сопротивление. Конечно, это сильное преувеличение значимости родственников, семьи в жизни. Это единственные люди, которые меня принимают, понимают. Кто еще будет меня так любить, если не они? И что самое интересное, что как чаще всего человек это не имеет. Его не принимают, не заботятся, не дают внимания. И часто откровенно не любят, но при этом все равно это иллюзия. Так кто же, если не моя семья? Кто же, если не мои родители, не близкие родственники, будет обращать на меня внимание? Вот здесь это очень интересный момент, и, конечно, с этим мы работаем отдельно, и довольно сложная тема, но тем не менее надо начинать над ней думать. Да? Почему я думаю, что семья – это так важно, это единственные люди, на которых я могу опереться, хотя в большинстве случаев, да, в таких ситуациях ни на кого там опереться нельзя и чревато. Да? Ну и, конечно же, в позиции жертвы всегда есть обесценивание своих собственных желаний, своих собственных целей. Всегда человек-жертва ставит свои потребности на последнее место. Ну, сейчас вот всех сделаю счастливыми, ну, а я как-нибудь потом, когда найдется время, деньги и так далее. И часто это потом никогда не наступает. Какие у нас бывают виды манипуляции от родственника? Конечно, здесь небольшой перечень, вы можете из своей жизни добавлять другие примеры. Ну, такие наиболее самые распространенные. Родственник, который все время учит вас жить. Неважно, какой опыт имеет этот человек, обладает ли он какой-то мудростью или авторитетом. Самое главное, что вы не просите его советов, а он осыпает вас этими советами с утра и до ночи, сопровождая любимыми фразами. Это для твоего же блага. Я лучше знаю, как тебе надо сделать, и я лучше знаю, как тебе не надо делать. Но, собственно, такие люди откровенно, достаточно открыто нарушают ваши личные границы и проявляют скрытую агрессию. Да? Они могут говорить это очень ласково, с выражением заботы. Ну, типа, я же о тебе забочусь. Я хочу как лучше для тебя, чтобы было. Или открытую агрессию с давлением, с приказным тоном. Но чаще они делают это в виде скрытой заботы. Здесь, конечно, очень важно не втягиваться в эту дискуссию, не эмоционально не реагировать, отвечать какими-то простыми нейтральными фразами, если не получается отделаться от этих советов сразу. Ну, какие-то широкие, простые нейтральные фразы. Это твое личное мнение, когда вы слышите какой-то совет. Я думаю по-другому. Я сам или сама приму решение. Это касается меня и моей жизни. Если я сделаю ошибку, это будет мой личный опыт.
Или я ценю твое мнение, но я думаю по-другому. У меня есть свое мнение. Но, в принципе, если вы чувствуете, что вы не можете противостоять такому давлению, опять же, прерывайте общение. Я об этом подумаю и уходим из ситуации, пока вы не научились спокойно реагировать на таких поучателей родственников. Есть родственники, которые самоутверждаются за ваш счет. Я думаю, что вы уже понимаете, что кто откровенно, открыто самоутверждается за счет других, имеет очень низкую свою собственную самооценку. И обычно это достаточно открытые манипуляторы и в достаточной степени агрессивные, которые постоянно дают оценки вам, всему, вашему поведению, вашему внешнему виду, достижениям, все, что происходит в вашей жизни, он полностью обесценивает и принижает. Все, что вы делаете, он старается принизить. Ну, подумаешь, да, это не так уж и трудно, да что такого там ты сделал. Именно они, у их излюбленный метод – это шуточки, колкости, сарказмы, всякие откровенные насмешки бывают, постоянное сравнение вас с другими. А вот сын тети Маши ездит уже вон на какой машине, какой молодец. При этом вообще совершенно не важно, на какой машине ездите вы сами. Манипулятор это просто не будет замечать. Здесь оптимальный способ взаимодействия, конечно, отстранение. И если это просто уйти, потому что остановить такого открытого манипулятора сложно. Лучше всего выходить из ситуации. Если это невозможно в какой-то конкретной ситуации, то ни в коем случае не ввязываться. Никаких возражений, возмущений, оправданий. Вот, у меня-то вот такая машина. Ты что, не видишь, какая у меня машина? Что ты мне там этого сына, тети Маши, приводишь в пример? Это только раззадорит такого манипулятора. Лучшее поведение – это игнор. Игнорируйте, не обращайте на него никакого внимания или отвечайте его же фразами из серии: «Что это ты на себя такое надела? А ты у нас что, специалист по моде? Ну, ты неудачник. Куда мне до тебя?» Ну, то есть стараемся перевернуть и вернуть эти фразы обратно, но это тоже будет раззадоривать манипулятора, поэтому игнорирование и максимально возможная дистанция – это наилучший выход. Конечно, учтите, что такие манипуляторы обычно профессионалы, и с ними соревноваться в шуточках достаточно тяжело. Поэтому просто игнорируйте и выход из ситуации. Можно попробовать тренировать способ выведения на чистую воду, но это сложно и только когда у вас будет уже достаточно крепкая самооценка, уверенность в себе и свое мнение. Потому что здесь мы просто говорим: я понимаю, что ты любишь самоутверждаться за счет других, но найди себе другую жертву, это не ко мне. Описывайте действия манипулятора, это хороший, эффективный способ его обезоружить, но для многих будет сложно, потому что вы просто ему говорите, что он делает, да? Выводите его, что называется, на чистую воду, и здесь нужно быть максимально спокойным, уверенным в себе и не бояться, что родственник обидится или сильно и усилит давление на вас и станет еще более агрессивным. Есть такая еще категория, как безбашенный родственник, которого, ну, такие авантюристы, которых всегда носят по жизни. Да, они встречаются, возможно, не очень часто, но достаточно многих семьях всегда есть такой человек, да, вот такой авантюрист, который не признает никакие правила, ввязывается во всякие рискованные предприятия. И что они делают чаще всего? Они берут на слабо, что называется. Ну ты со мной не поедешь прыгать с парашютом? Ну, ты слабак, ты тряпка, ты скучный, неинтересно ты живешь. Поехали сплавляться на плотах там с каких-нибудь водопадов. Не хочешь? Ну, ты опять слабак, тряпка. Способ общения – держаться как можно дальше и просто, ну, естественно, не соглашаться, если вы не хотите прыгать с парашютом, правда, да, но анализировать, как это воздействует на вас, да? Как воздействуют его аргументы, что вы слабак, тряпка, скучный, что вы сами думаете о своей жизни. И это всегда мы понимаем, что есть момент, это такая ситуация, это способ обратить ваше внимание на свою жизнь. Если вас цепляют такие эпитеты, то начинайте думать о своем образе жизни. Родственник, которому вы должны.
Здесь не обязательно это что-то про материальное, хотя это имеет, конечно, весомое, хотя это имеет, конечно, весомую часть, но родственник, которому все должны, лучше назвать его так. Вот в силу каких-то своих там соображений такой человек полагает, что все обязаны ему помогать. Ну и вы, естественно, в первую очередь. И список претензий обычно у них огромный, да. Они всегда ноют, они всегда жалуются на свою тяжелую жизнь, они всегда рассказывают, как им трудно. У меня там много детей, ты должен мне помочь. Мне нужны деньги, одолжи. Вот у меня денег нет, но у тебя же деньги есть, мы же не чужие люди, ты должен мне помочь. Посиди с моим ребенком, тебе что, сложно? Что ты не можешь посидеть с моим ребенком? А у меня совсем нет времени, у меня нет помощи, ну и так далее, и так далее. Или можно я поживу у тебя, пока у меня там разрулится моя ситуация? Список их претензий и долженствования, он бесконечный. Я думаю, что вы можете найти такие примеры в своей жизни. При этом в обратную сторону такие родственники никогда ничего не отдают или максимум в несоизмеримых объемах принесут вам, может быть, коробочку конфет, и то ее лучше не брать, потому что список его претензий вырастет еще больше. Раз вы взяли подарок, то вы еще больше будете ему должны. И, конечно, здесь вопрос у нас вот прямо главный, тот, с которого мы начинали. Почему такой родственник выбирает именно вас в качестве жертвы? Подумайте, как вы демонстрируете, что вас можно использовать. Тренируем слово «нет». Вот здесь мы тренируем слово «нет», сказанное спокойно, вежливо, но твердо и без всяких альтернатив, других предложений, как мы учим в нормальных здоровых отношениях говорить слово «нет» с альтернативой. «Нет, я в кино я не пойду, но давай пойдем в театр». Да? Или «сейчас я это сделать не могу, но, возможно, это будет я смогу это сделать в воскресенье». С манипулятором ни в коем случае никаких альтернатив и никаких оправданий. «Нет, я не могу посидеть с твоим ребенком». Точка. Не потому что. И начинаются какие-то оправдания, и это только позволяет манипулятору еще больше на вас давить. Вот здесь четкое создание и защита своих личных границ. И делать это надо твердо, строго, и не позволять их нарушать никогда. Если вы хоть раз дадите слабину, то в ваших границах появится щелочка, которую манипулятор очень быстро будет расширять. Отказывать нужно короткими предложениями, без всяких оправданий. Нет, я не буду это делать. Точка. И по возможности от таких родственников не принимайте никакие подарки. Вот здесь нам нужен наш здоровый эгоизм. Это лучшее оружие против такого родственника, которому все должны, да, потому что он давит на кнопки чувства долга, чувства вины. Ну, я же хорошая дочь, я же хорошая сестра, я же хорошая подруга, если это близкая подруга, и которая тоже может входить в рамки наших как бы родственников, да. Достаточно много таких близких друзей, которых мы считаем почти родственниками. И тем сложнее, да, говорить им слово «нет». Никогда, ни в коем случае у таких родственников нельзя ничего просить. Как только вы увидели такого человека, никогда ничего у них не просите. Потом это будет долго аукаться. Если это родители, которые демонстрируют, что вы должны им по жизни все и всегда, просто потому что они вас родили, как можно быстрее старайтесь стать финансово независимым от них, не жить вместе, создавать физическую дистанцию и хотя бы физическую и финансовую дистанцию, ну а уже с эмоциональной, с психологической дистанцией. Здесь иногда часто приходится работать с психологом, потому что это гораздо сложнее разорвать эмоциональную зависимость, чем обрести финансовую и материальную зависимость там, и создать физическую дистанцию. Но, тем не менее, это правило номер один. Пока вы еще имеете от родителей финансовую или любую другую зависимость, да, по жилплощади, вы живете вместе, еще если финансово зависимы, конечно, сопротивление, ну, в общем, достаточно безнадежно, потому что вы зависимы. Родственник – вечная жертва и жертвенный герой. Да? Немножко две разные ипостаси, которые вообще встречаются из всех вышеперечисленных типов.
наиболее часто. Вот вечные жертвы чаще всего играют на здоровье. Это классическая манипуляция на здоровье, с которой, я думаю, сталкивались практически все. И такие жертвы имеют букет заболеваний, очень часто вымышленных и очень часто настоящих. То есть и вымышленные, и действительно реальные настоящие заболевания, как правило, у них присутствуют. И главное их отличие, они постоянно об этом говорят. Они будут перечислять весь букет заболеваний, которые у них есть, хвататься за сердце в любом случае, при случае. И чаще всего это женская позиция, материнская, да? Но могут быть бабушки, тети. В принципе, в общем-то, считается женский способ манипулирования на здоровье. Традиционно женская манипуляция: я тебя вырастила, все здоровье свое подорвала, лучшие годы потратила на твое воспитание, развелась с твоим отцом, потому что он был плохой для тебя отец, не развелась с твоим отцом, чтобы у тебя была полноценная семья, замуж больше не вышла из-за тебя, профессию не получила, на 3 работах работала, а теперь вот здоровья нет, и теперь ты должен за мной ухаживать или должна ухаживать, выполнять все мои желания, иначе я умру. То есть такая манипуляция очень часто встречается. Да, не думаю, что вы не будете этим удивлены. Конечно, чаще всего это проигрывается именно в детско-родительских отношениях, родители и взрослые дети, но могут быть и в отношениях с партнером и другими родственниками. То есть отслеживайте манипуляции на здоровье, кнопки давления, это чувство долга, чувство вины, жалость, то есть там целый комплект кнопок и желание не быть ни в коем случае неблагодарным. И действительно, это сильные кнопки, и такой комплект заставляет взрослого ребенка бросать свои дела, свои семьи, свою работу и лететь на первый зов. Очень сложно выстраивать здесь личные границы и отличать, в каком случае помощь действительно нужна, а где это превращается в манипуляцию. Да? Ну, например, простой пример: взрослая дочь, имеющая 2 работы, мужа и 3 детей, каждый вечер возит маме на другой конец города продукты по ее запросу. То ей огурчиков свежих захотелось, то апельсинчиков. На вопрос, зачем она это делает, ответ: ну кто же, если не я? Мама меня вырастила, я должна. Манипулятор не остановится сам никогда, капризов и требований будет все больше и больше. И действительно, часто такие манипуляторы могут действительно заболеть, реально заболеть, требовать ухода. И когда дочь или сын пытается, например, нанять сиделку, говорят: нет, ты сам должен за мной ухаживать, не хочу чужих людей в своем доме и так далее. То есть это одна из наиболее сильных манипуляторов. И здесь хочется, вернувшись к примеру, обратить ваше внимание, что у этой дочери, которая возила маме каждый вечер эти самые продукты, было еще 3 сиблинга, скажем так, 2 сестры и брат, которые не возили маме продукты через весь город. Вот посмотрите, как жертва манипуляции выбирается очень точно, да, как именно этот человек, именно эта дочь позволила себя использовать, а другие нет. Родственник, жертвенный герой. Это тоже считается практически чисто женская манипуляция. Иногда встречается среди дедушек, скажем так. То есть мужской вариант — это будет, скорее всего, дедушка. Жертвенные герои — это кто это? Они привыкли вот это нести, это добро, или наносить это добро. Да? Они вечно считают, что им нужно помогать своим безруким, глупым, неумехам детям. Этим детям может уже быть лет 40 и больше, и сколько угодно, но все равно они будут считать, что эти глупенькие ничего не понимают. Мне нужно им помогать, мне нужно делать что-то для них. И очень часто, невзирая на свое состояние здоровья, на свой возраст, они едут, несут, везут со своей помощью, со своими советами. Вот это такая жертвенность. И если эта жертвенность действительно принимает, ее видно, это легко отличить, да, когда эта бабушка, скажем так, кидается на помощь, теща, свекровь, там кто угодно, тетя, дедушка, кидается на помощь, и всегда
в большинстве случаев, когда его об этой помощи не просят. И это мощная манипуляция, когда такой родственник героический же, наш жертвенный герой, буквально ползет, да, на помощь, чтобы помогать ему, надо помогать, он вам помогает. И, естественно, эта помощь инициирована им же самим, потому что в большинстве случаев никто не просит, то, конечно, любой человек, которому приехал такой жертвенный герой, будет чувствовать стыд, вину за то, что он испытывает негативные чувства, агрессию, раздражение, и не может сказать «нет», не может сказать «не нужно это, мне это не нужно», потому что будет чувствовать себя уж слишком плохим. Человек так страдает, так он старается, так хочет помочь, а мы тут вот такие неблагодарные. И, конечно, это тоже очень сложная позиция. И как будто человек не виноват, он не просил же помощи, но он чувствует себя без вины виноватым, и причем это очень сильное переживание. И как отказать, как сказать, ведь он же обидится, он хочет как лучше, он хочет помочь. И если вы отказываетесь, как правило, с той стороны огромная обида и упреки в вашей неблагодарности. Сложное дело. И здесь мы учимся говорить «нет», то есть принимать. Просить можно у таких людей помощь, когда она вам действительно нужна, и принимать ее с благодарностью, но когда она вам не нужна, она вам мешает, учитесь спокойно говорить «нет», вот здесь можно дать альтернативу. Давай в следующий раз, не сейчас, мне это неудобно. Ну, что поделать, нашим поведением не может рулить огромный страх, что другой человек обидится. Это и есть кнопка манипуляции. Как вести себя с родителями-жертвами? Конечно, у нас здесь глобальная тема – это семья. Семья в идеале в подсознании у каждого человека – это огромная ценность, это такая база, это комфорт, безопасность, любовь, принятие. Но в жизни, в реальности все, как правило, скажем так, или не совсем так, или совсем не так. Родственные отношения складываются по-разному. И не нужно по умолчанию ожидать, что если это ваши родственники, родители, то они вас будут любить, принимать в безусловной форме. Мы помним, что родители тоже люди и часто далеки от идеала. Это не для того, чтобы их в чем-то обвинять, это нужно просто понимать и принимать. Родители тоже люди. Родители – это просто люди. Как вести себя с родителями-манипуляторами? Постарайтесь относиться к родителю-манипулятору, как врач относится к пациенту. Это самый хороший вариант таких отношений. То есть доброжелательно, вникаем, терпеливо, но твердо. Тут не нужно реагировать, не нужно включаться в какие-то дискуссии, падать в свои эмоции, как там она там или он может так поступать, вот это вот требовать, почему она или он не вникает, что у меня свои есть трудности, что у меня своя семья, у меня своя работа, что я устаю в конце концов к вечеру, ни почему никто не хочет принимать это во внимание, а что-то требует. Ни в коем случае не нужно выяснять никакие отношения. Перед вами, вот считайте, что перед вами что-то среднее между пациентом и ребенком. И вот это, когда вы разводитесь, когда вас разводят, да, на эти попытки втянуть вас в скандал, в конфликт, а это всегда так, да, когда вы чувствуете постоянное напряжение, здесь нам нужно наше спокойствие, наша уверенность в себе, наша хорошо сформированная, адекватная самооценка. И мы помним, что самооценка – это не то, что родители думали о нас в детстве, а то, что мы сами о себе думаем. И вы сможете не обращать внимания на родительские оценки, которые идут в ваш адрес, и, естественно, это критика. Сложная позиция, это самое сложное, но, в принципе, все наши правила действуют здесь в той же мере, как и с другими людьми. Просто здесь нужно еще больше иметь уверенности в себе, ценить себя, любить себя, принимать себя, понимать, что вы взрослый человек, и четко понимать, что вы делаете для родителей то, что вы можете в рамках своих возможностей, не за счет себя, не в ущерб себе и своей собственной семье, а то, что вы можете. И это действительно такая тема для более глубинной работы, потому что очень-очень многим трудно. И почему?
многим трудно, потому что когда мы общаемся со своими родителями, сколько бы лет там ни было, мы автоматически падаем в позицию ребенка, и мы падаем в детско-родительские отношения, и все механизмы, которые у нас работали в детстве, они очень быстро, моментально активизируются. И вот вы уже разговариваете со своей мамой, и неважно, сколько вам лет, а вы чувствуете себя маленьким ребенком, беспомощным, бессильным, противостоять родительскому давлению. И, конечно, есть уровни, есть грани этого давления, и так или иначе мы смотрим и анализируем, насколько родительская фигура токсична. То есть, когда отношения буквально состоят из одних манипуляций, когда список претензий, требований к вам идет бесконечным потоком, и на каждое ваше малейшее сопротивление возникают огромные обиды, злость, агрессия и целый клубок негативных чувств, критики вашей адрес, то это токсичные отношения, это токсичный близкий. И, конечно, мы все в большинстве случаев пробуем с таким человеком как-то договориться, объяснить ему что-то, показать, рассказать, попытки наладить отношения предпринимают практически все-таки это родитель, это материнская, например, фигура, или отец, отцовская фигура. Но когда вы, наконец, видите, что этот близкий ничего не собирается менять в своем поведении, то стоит признать, что рядом с вами токсичный человек, и стоит задуматься, действительно ли стоит продолжать эти отношения. Как минимум, далеко не все, естественно, готовы прерывать отношения с родителями, хотя есть случаи, когда лучше и проще прервать отношения, чем выдерживать, да, этот поток. Но как минимум стоит достаточно сильно ограничить такое общение, чтобы сохранить себя и спасти, собственно говоря, свое здоровье и физическое, и психическое. Какие у нас еще есть правила поведения с близким родственником, манипулятором? Помните, что поддерживать отношения с этим человеком – это не единственный возможный сценарий. Да? Какой бы он близкий для вас не был, вот эта установка «ну это же моя мать», «ну это же мой отец», бабушка, тетя и дальше по списку, кто угодно, ничего не объясняет. И это не единственный вариант с ними общения. И от этого в отношениях ничего не меняется. Сам человек тоже, конечно, не меняется. Но позиция «я должен с ним или с ней общаться, потому что это мои родственники», она чревата проблемами именно для вас. Не стоит позволять вот этому страху, что я могу потерять эти отношения, что они могут стать более дистантными, холодными или вообще прерваться. Не стоит этому страху вами управлять. Ничего хорошего из этого никогда не получается. Пока вы боитесь потерять эти отношения и даже не готовы допустить такую возможность, то эта зависимость будет вами управлять, вы будете оставаться в детской позиции и будете очень удобным объектом, жертвой, да, будете позволять себя использовать. Это не значит, что вы прямо сразу должны разрывать, бежать эти отношения. Это значит, что вы должны допустить возможность такую внутри себя, и вы уже увидите, как вам станет намного легче. Это, собственно, этапы взросления человека и выход из детской позиции. Важно понимать, что выбор всегда есть, вы решаете, с кем, где, как и сколько времени вы будете проводить рядом. Это ваше решение. И здесь не нужно вестись на эмоции или на какие-то установки, убеждения. Это же моя семья, это же мои близкие родственники. Необходимо развивать собственную независимость. Пока вы зависимы от манипулятора, и в любом плане, финансовом, бытовом, эмоциональном, то, конечно же, вы не можете никому дать отпор. Нужно развивать свою независимость, заниматься собой, своим саморазвитием, именно действительно, и в том числе и для того, чтобы в какой-то крайней ситуации вы могли бы просто уйти или создать достаточно длинную дистанцию. Всегда отказывайтесь продолжать общение. В любой ситуации с близким родственником, манипулятором вы говорите просто: в таком формате я общаться не готов. В таком тоне я не готова продолжать разговор. Поговорим в другое время, когда ты будешь более спокоен или спокоен. То есть мы на самом деле здесь тоже используем все техники, которые мы уже перечисляли.
Просто сейчас мы их формулируем более четко. На самом деле я просто хочу здесь этим повторением небольшим сказать, что эти же правила используются для поведения, для общения с манипулятором, близким родственником. Никогда не оправдывайтесь. Все равно они будут пытаться сделать вас виноватыми. И помните, что ваши попытки договориться, объяснить свою позицию, привести аргументы, как вам кажется, неопровержимые, будут восприниматься как оправдание, и манипуляторы все пропустят мимо ушей, и только давление на вас будет усиливаться. Уточняйте детали. Хорошая методика выхода на конкретику, на факты. Задавайте вопросы. Манипулятор обычно пребывает где-то в абстракциях, давит на чувства, естественно. Это плохо так делать, было бы хорошо так сделать. Давайте про факты. Да. А что именно конкретно? А что конкретно произошло? А как на это конкретно повлияло? Что, в зависимости от ситуации, пробуйте переходить на факты, рассуждайте рационально и не поддавайтесь эмоциям, не давайте возможности переводить разговор на эмоции. Да. Берете какой-то факт, а вот это что? Да, а это про что? Да, а что ты думаешь вот по этому поводу? И вы собьете эмоции, соответственно, весь план манипулятора. Просите сформулировать прямо. Точно такой же, да, метод, когда мы говорим, просто спрашивать, что ты хочешь от меня? Да, или тебе просто так выгодно. Но вы должны понимать, что вы получите усиленный встречный поток агрессии, и вы должны быть к этому готовы, если хотите переводить разговор в более прямое русло. И, конечно, игнорирование. Что поделаешь, если от близкого родственника невозможно куда-то уйти, в прямом и переносном смысле, во многих случаях гораздо проще просто проигнорировать, то есть не развивать тему дальше, перейти на другую тему и не возвращаться к этой теме, как бы манипулятор вас не заставлял, а вот все-таки давай об этом поговорим. Нет, все-таки давай вот про это. Игнорируйте, уходите и переводите на другую тему. Конечно, дать отпор. Да? Дать отпор – это про выстраивание личных границ. Все, что мы здесь перечисляли, по факту относится к методам, как дать отпор манипулятору. Они и пытаются обидеть, пытаются запугивать, пытаются вызвать у вас чувство вины. Про физический вред мы не говорим, все-таки мы уже понимаем, что это агрессор, от которого нужно бежать и обращаться часто в органы. Ни в коем случае не допускайте в своей жизни таких ситуаций. Здесь самое главное, что вы должны помнить, вопрос наш изначальный, как я позволяю себя использовать. Когда мы пассивны, когда мы постоянно уступаем, когда мы, лучше это сделать, чем объяснить, проще сделать, чем объяснить, почему я не хочу это делать, это делает вас легкой мишенью для манипуляторов. Многие из них же тоже, мы им помним, напоминаем о себе, да, что у многих, и, собственно, практически у всех манипуляторов есть низкая самооценка, у многих из них есть комплексы неполноценности, и если они встречают достаточно уверенный отпор, скорее всего, они отойдут. Да, они уступают. Им не нужна жертва, которая дает отпор. Они просто найдут другую. И, конечно, выращивайте в себе эту уверенность в себе, понимайте, как вы собираетесь себя защищать. И если вы противостоите открытому агрессору, абьюзеру, то подключайте других людей. Если вы чувствуете, что это слишком сильная агрессия, и вы не можете ей противостоять, не стесняйтесь обращаться за помощью. Какие у нас еще есть правила? Не давайте никогда обещаний. Старайтесь вообще не давать обещаний людям. Это вообще отдельная интересная тема, потому что очень часто потом мы жалеем о своих обещаниях, уже не хотим это исполнять, не можем часто, нет таких возможностей, но мы же стараемся. Как же так? Надо же, обещали, значит, нас так учили в детстве, пообещал, сделай, умри, но сделай. И это в том числе очень легкая мишень для любого манипулятора. Ему важно выцарапать из вас обещание, и тогда он понимает, что вы, исходя из своих установок, обязательно в лепешку разобьетесь, но это сделаете. Поэтому
Не обещайте, да. 10 раз подумайте, дайте себе паузу, хотите ли вы что-то сделать для этого человека, и что именно, и тогда уже можете говорить осторожно. Но достаточно часто под давлением манипуляторов люди дают какие-то невыполнимые обещания, лишь бы отвязаться сейчас. Но надо понимать, что это создает еще больше проблем в будущем, потому что манипулятор от вас не отстанет. И у вас будет чувство вины, чувство долга, я же обещал, я же должен сделать, и прекрасный объект для использования. Вы становитесь таким прекрасным объектом. Не реагируйте на критику. Конечно, тема критики – это отдельная тема, но очень легко многих людей вывести на эмоции, критикуя их. И, как правило, когда человека в чем-то обвиняют, там, критикуют, ты такой, ты сякой, всегда возникает желание прям доказать. Нет, я не такой, я не плохой, я хороший. И это очень удобная стратегия для манипуляторов. И человек будет доказывать и доказывать, что он же хороший, поддаваться на эти провокации. И здесь нам нужно вырабатывать спокойную реакцию на критику. Причем совершенно неважно, это критика объективная или нет. В любом случае, когда вас критикуют, не нужно ввязываться с этим критиканом, да, в какие-то дискуссии, что-то доказывать, объяснять. Лучше всего взять паузу и идти думать, анализировать эти нападки, да, как именно вас назвали, в чем именно вас критикуют, есть ли основания для критики, это вопрос к самому себе или нет, что я думаю по этому поводу, и мы опять возвращаемся к вопросу о самооценке, что я думаю о себе, поэтому объективна эта критика или нет, совершенно неважно, не поддавайтесь на эти манипуляции, а идите работать над собой. Не сравнивайте себя никогда с другими. Это очень простая тактика, любимая тоже манипуляторов, начать сравнивать свою жертву с кем-то. Вон, посмотри, где он сейчас работает, какая у него должность. Вон она как удачно вышла замуж, а ты... Да? Но иногда еще худшая манипуляция, когда человека сравнивают с самим же собой из прошлого. Да? Это тоже очень распространенная методика манипуляторов. О, раньше ты был не таким, что-то с тобой случилось, вот, до свадьбы она была другая, а сейчас какая-то не такая, ну и так далее, да. Это очень популярные методы и выглядят как будто не откровенное сравнение, а действует намного сильнее. Что с тобой случилось? Раньше ты был другим, а сейчас какой-то не такой. Естественно, всегда с негативным подтекстом, какой-то не такой плохой, хуже. Ты стал хуже, чем был раньше. Думайте в этом случае тоже только о себе. Помните, что манипулятор зеркалит вам какие-то ваши собственные темы, и считайте, что он просто наталкивает вас на размышления о себе, о своей жизни, и больше ничего. Следующее правило – не доверяйте. Проверяйте информацию. Вот это манипуляторы обожают. Набрать слухов, сплетен, всякая дезинформация, там фейки – это просто прекрасное орудие, чтобы сразу вы среагировали эмоционально. Вот ты знаешь, она сказала о тебе тому-то, то-то, то-то, и человек валится в эмоции, и вами уже можно управлять. Очень многие люди слепо доверяют, услышали что-то, им принесли, они провалились в эмоции и делают отсюда много-много ошибочных действий, совершенно не перепроверяя информацию. Ваша задача критически воспринимать полученную информацию, взять себе паузу, проверить ее в нескольких источниках, сделать на этом основании свой собственный вывод, выработать свое собственное мнение, и тогда вы не попадетесь к манипулятору. Конечно, золотое правило, помните, я никому ничего не должен. Я не должна, не должен оправдывать чьи-то ожидания. Вот так звучит на самом деле конец этой фразы. Потому что многие говорят, что ну что это за фраза, никто никому ничего не должен. Как же тогда жить, как же тогда вообще как общаться с людьми? Но у этой фразы есть важное продолжение. Я не должен, я не должна оправдывать чьи-то ожидания. И это важно понимать.
И вот это любимые уловки манипуляторов, давить на то, что человек обязан поступить определенным образом, потому что вот так правильно, да, вот это так нельзя, это плохо так делать, это не, так нельзя делать, или там настоящий мужик так не делает, то есть не по-мужски, не по-человечески, хорошая дочь, мать, подруга, друг, коллега так не поступают, то есть идет, да, именно на чувство долга. Если я хороший, там и далее кто, то вот оказывается, я должен поступать вот так. Это очень важная кнопочка, на которую тоже многие попадаются. И пытаясь подтвердить свой статус настоящего мужчины, хорошей дочери, лучшего друга и так далее, поддаются легко на манипуляции. Анализируйте. Если вы в речи других людей, в их тексте слышите слова «должен», «а так правильно», «это нормально», «так принято», обязательно включайте критическое мышление, вы на крючке у манипулятора. Кто чего там должен, что вы, кому вы чего должны соответствовать, идите думать над собой. Ну и, конечно же, сами не критикуйте, не осуждайте, не навязывайте свое мнение другим, потому что в этом случае вы сами становитесь манипулятором и стараетесь продавить свое какое-то мнение или какую-то свою цель. Во время диалогов, конфликтных ситуаций, проблемных диалогов вы чувствуете напряжение. Если вы чувствуете какое-то напряжение, давление, старайтесь сохранять спокойствие, нейтралитет, не выводить никого на эмоции и сами не поддавайтесь эмоциям. Вот здесь очень хорошая есть техника определения стратегии поведения в конфликте. Есть прекрасный небольшой тест Томаса, 5 стратегий поведения в конфликтных ситуациях. Вы можете найти его везде в интернете. И есть определенные стратегии, которые придерживается человек, выработанные, естественно, как мы понимаем, в далеком детстве. Соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание, приспособления. Пройдите тест, посмотрите, какая стратегия у вас преобладает. По идее, мы должны это было бы хорошо уметь гармонично владеть любой из этих стратегий. Да? Когда у нас идет перекос, то есть все время соперничество или все время приспособление, то это будет перекосная позиция. Где-то в какой-то ситуации, может быть, стоит и приспособиться, в какой-то вступить в соперничество, в какой-то искать компромисс. По сути, нужно понимать, что все люди так или иначе манипулируют другими людьми, чтобы получить то, что им хочется. Важно вовремя остановиться, чтобы самому не стать манипулятором. И основное – это иметь право иметь свое мнение, но и другому нам важно отдать право иметь свое мнение. Это работает в обе стороны. И там, где возникает давление, навязывание, где ваши аргументы, чувства, ваше мнение, все обесценивается, не принимается во внимание, там, где человек любыми способами пытается добиться от вас своего, возникает манипуляция, то есть использование. Пресекайте эти манипуляции других людей, не позволяйте себя использовать, но и отслеживайте, где вы сами начинаете поддавливать, манипулировать в попытках добиться своего. Выстраивайте здоровые отношения, не позволяйте манипуляторам вами управлять и откажитесь от желания управлять другими. И, конечно, это можно все сделать, достичь этого состояния, только избавившись от кнопок, на которые нажимают манипуляторы. И это определенная работа, к чему я вас и призываю. Вот есть у нас такой Билли о правах личности, я думаю, что многим он, может быть, попадался уже. Это права личности, да. Всегда важно знать свои права, и не только в общении с манипулятором, но, конечно, особенно в общении с манипулятором, когда посягают на эти права. И вы имеете полное право на эти права, на защиту себя и своих прав, и выглядят они примерно так. Вы вправе рассчитывать на уважительное общение с вами. Вы вправе выражать свои желания, чувства, мнения. Вы вправе иметь свое мнение, и вы вправе расставлять свои приоритеты, свои цели и следовать своим желаниям. Вы имеете право сказать «нет» и не испытывать при этом чувство вины. Вы имеете вправе
иметь свое мнение, которое может отличаться от мнения остальных людей. И вы вправе заботиться о себе и ограждать себя от физической, психологической и эмоциональной угрозы, давления, насилия. И вы имеете право на создание собственной счастливой и здоровой жизни. К сожалению, в обществе, конечно же, есть много людей, не уважающих эти права. Поэтому нам необходимо умение защищать себя, самостоятельно выстраивать свои границы, и, конечно же, приходится еще их охранять. И не забывать, что эти права действуют для каждого человека, а не только для вас. То есть другой, ваш собеседник, ваш оппонент, он тоже имеет все те же самые права. И давая себе право иметь свое мнение, вы одновременно отдаете другим людям иметь их мнение и высказывать их мнение, как бы сильно оно вам не нравилось.